you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим полноразмерные наушники от компании Hi-Fi Man стоимостью $179. Ну и приходят эти наушники большой по габаритам коробки, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников и указано название этой модели Sundara. И это будет уже открытая версия. Я очень надеюсь, что мой обзор на закрытую версию вы уже все успели посмотреть. Ну и за звук в этих наушниках отвечает планарный драйвер с ультратонкой диафрагмой Super Nano, а чувствительность составляет 92 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома. И на раскачку эти наушники будут очень нелегкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 3,5 мм и обычным штекером на 3,5 мм джек. Адаптер с 3,5 мм джек на 6,35 мм джек. Сертификат качества. Ну и вот такая вот подставка для наушников. Эти наушники не слишком крупные, весят они около 342 грамм и были выполнены из металла, благодаря чему ощущаются они достаточно добротно и надежно. При этом здесь используется полностью открытая конструкция с вот такой вот вполне привлекательной металлической решеткой на лицевых панелях, за которой находится сам планарный излучатель. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 3,5 мм для подключения съемного кабеля, а вот оголовье тут было выполнено в комбинированном стиле. Сверху идет металлическая основа, которая отвечает за общий каркас, и еще здесь используется ремешок из натуральной кожи. И именно он берет на себя основную часть веса этих наушников. А вот эта часть системы регулировки уже была выполнена из пластика, как и в случае с закрытой версией Sundara. И здесь также было указано название этой модели и имеется логотип компании, а внутри была нанесена маркировка каналов. И да, отмечу, что система регулировки оголовья здесь прям точно такая же хорошая и очень надежная. То есть никаких изменений здесь вообще нету. Ну а что касается амбушюр, то они здесь имеют другую, более такую круглую форму. Они тоже достаточно глубокие, плотные и выполнены с использованием перфорированной внутри кожи с использованием ткани. Но в отличие от закрытой версии, эти наушники буквально не имеют никакой звукоизоляции. И обязательно это учитывайте, поскольку музыку, которую вы будете слушать, окружающие будут слышать прям отлично. Но зато удобная посадка здесь, я думаю, вас точно порадует. Ну а теперь давайте обсудим, как же звучат эти наушники и в чем заключается отличие от закрытой версии. Ну и послушав эти наушники с разными источниками, я пришел к тому, что открытая версия, как и закрытая версия Sundara, действительно довольно требовательна к источнику. Причем открытая версия мне показалась даже чуть более тяжелой на раскачку. Но тем не менее, даже вот такой вот новый компактный ЦАП-усилитель iBass DC04 Ultra смог нормально их раскачать. И что меня приятно удивило, с довольно хорошим запасом по громкости. Но при этом я сразу, друзья, отмечу, что разница с хорошими стационарными решениями все равно будет хорошо слышна, поскольку на более мощном и серьезном источнике эти наушники звучат уже намного увереннее. Появляется больше контроля, плотности и некоторой вот этой свободы в звучании. И сама подача в целом ощущается более взрослой, что особенно заметно при использовании именно балансного подключения с хорошим кабелем, как в моем случае. И в таком случае эти наушники начинают раскрываться прям на порядок интереснее, что, впрочем, для меня уже было очень ожидаемо. Да и стоит отметить, что в связке с ламповым усилителем в случае планарных наушников будет уже такая более крутая комбинация, так как это буквально то, что им нужно для получения уже более насыщенного и теплого звучания. Ну и о нем мы, собственно, сейчас с вами и поговорим. Ну и начнем с низких частот, которые получились очень точными, ровными и точно не басхед
вредными. И вот здесь разница с закрытой версией Сундара ощущается буквально с первых секунд, поскольку в открытой версии вообще нет того ощущения, что бас давит на вас своей массой и глубиной. Но тем не менее, саббас здесь никуда не исчезает. Он вполне хорошо читается и дает необходимую глубину. Просто уже подается гораздо свободнее и легче. Да и мидбас тоже работает в этих наушниках аккуратнее и точнее, с очень хорошей скоростью, контролем и заметно более выраженной текстурностью. Поэтому бас здесь получается в некоторой степени легким по количеству, но при этом очень чистым, собранным и насыщенным различной информацией. И в нем вообще нет какой-то лишней массы или затяжных хвостов. Зато хорошо слышно фактуру бас-гитары, удары барабанов и различные мелкие изменения в низкочастотных инструментах. Но, конечно, для настоящих бас-хедов его будет все же маловато, особенно после закрытой версии. Но если вам куда важнее точность, скорость и контроль, то здесь получился именно тот самый зрелый аудиофильский бас, который просто делает свою работу и совершенно не мешает остальному диапазону, что делает его очень универсальным для абсолютно разных жанров. Но средние частоты здесь получились очень нейтральными и аналитичными, с немного более холодным и прозрачным характером. И опять же, если сравнивать их с закрытой версией Сундара, то разница очень очевидная. И закрытая версия звучит намного плотнее, теплее и насыщеннее, что особенно заметно в нижней середине и в вокале, тогда как открытая версия воспринимается уже на слух гораздо легче и чище. Ну да, за счет этого вокал здесь будет не настолько массивный и эмоционально выдвинутый вперед. Зато он получается в этих наушниках очень естественным, правильным и хорошо читаемым. Да и инструменты тут тоже как бы не пытаются набрать какой-то лишний вес. И поэтому между ними создается такое ощущение, что остается куда больше воздуха и пространства. При этом разрешение тут прям действительно хорошее, за счет чего различные нюансы записи слышны отлично. И переходы между отдельными элементами композиции воспринимаются в этих наушниках очень четко. Но самое приятное, что при всей вот этой супер аналитичности середина совершенно не кажется на слух какой-то сухой или утомительной. И она просто по сути дает нам очень прозрачное и честное представление о музыке. И если вы любите именно очень такую мониторную и в меру сдержанную подачу, где наушники практически никак не вмешиваются в исходный материал, то я думаю, что открытая версия Сундара в этом плане вам понравится точно больше. А вот высокие частоты после закрытой версии становятся прям заметно интереснее, поскольку здесь они ощущаются уже более открытыми, более яркими, но очень воздушными. И если в закрытой версии Сундара верх был более спокойным и в какой-то степени деликатным, то открытая версия уже гораздо сильнее подчеркивает мелкие детали и различные высокочастотные нюансы. Да, конечно, за счет своей более добавленной сюда яркости, но зато тарелки, перкуссия, обертона инструментов и различные послезвучия становятся тут прям на порядок заметнее, а сама подача получает куда больше воздуха и ощущения свободы. При этом высокие частоты здесь действительно очень техничные и быстрые, что хорошо соответствует общему планарному характеру этих наушников. Но при этом спустя время прогрева и длительного времени использования этих наушников я бы в целом не назвал их какой-то реально раздражающей, яркой и утомительной моделью, поскольку верх здесь все-таки остается достаточно контролируемым, особенно на ламповых усилителях. Ну да, безусловно критичным за счет своего характера, качества музыки. Если в закрытой версии основная ставка была сделана на какой-то комфорт и более спокойный характер, то здесь уже гораздо больше внимания было уделено именно прозрачности, деталям и ощущению открытости. И поэтому любителям анализировать музыку, разбирать ее на части, открытая версия Сундара, на мой взгляд, понравится точно больше. Ну и звуковая сцена в силу открытой конструкции здесь, конечно, получилась на порядок лучше. И у меня вообще создалось такое ощущение, будто из наушников просто убрали все ограничения и дали музыке прям нормально так дышать. За счет чего сцена теперь ощущается шире, свободнее и легче для вашего восприятия. Появляется больше воздуха между инструментами, ну а само пространство вокруг вас воспринимается гораздо естественнее. Как будто вы слушаете прям такую хорошую и реально
реально аудиофильскую акустику. При этом глубина здесь тоже вполне достойная, а локализация работает очень хорошо. И поэтому инструменты были не просто разбросаны где-то там по сторонам, а действительно занимают понятные позиции в пространстве. И да, хоть у закрытой версии Сундара сцена тоже была далеко не плохой, я бы даже сказал очень хорошей, особенно для закрытых полноразмеров, но здесь все-таки ощущается уже совершенно другой уровень свободы, где музыка перестает ощущаться заключенной внутри чашек и начинает восприниматься уже гораздо более открыто и естественно, что особенно хорошо заметно при прослушивании классической и инструментальной музыки, где большое количество воздуха и хорошее разделение планов действительно помогают вам лучше ориентироваться в происходящем. Ну и в итоге я пришел к тому, что Hi-Fi Man Sundara — это прекрасные полноразмерные наушники открытого типа, которые точно понравятся всем ценителям довольно мониторного, сдержанного и по-настоящему зрелого аудиофильского звучания. И если закрытая версия Sundara делает больший акцент на плотность, тепло, бас и более насыщенную подачу, то открытая версия уже показывает нам совершенно другую сторону этой модели, где есть еще больше прозрачности, воздуха, скорости, детализации и свободы. И на мой взгляд, это тот самый предельно понятный планарный характер, где в первую очередь сделана ставка на техничность, контроль и детализацию, а не на попытку впечатлить вас каким-то огромным количеством раздутого баса и теплой плотностью. И если именно такой звук вам куда больше по душе, то эти наушники действительно будут очень привлекательным вариантом для внимательного и по-настоящему долгого и аналитичного прослушивания. И от себя я смело их рекомендую к покупке всем ценителям такой подачи. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.